Артур Пендлтон готовился к этому выходу в море несколько месяцев. Он руководил небольшой компанией по организации экскурсий к китам в калифорнийском Монтерее и каждый сезон возил группы туристов в океан. В то утро стоял полный штиль, обещавший легкую прогулку. Но никто на борту не мог предугадать, чем закончится этот день. На катере «Океанский искатель» находились 9 пассажиров. Большинство из них были постоянными клиентами, которые заранее взяли с собой теплую одежду и перекус. Несколько новичков с биноклями в руках с нетерпением ждали встречи с морскими обитателями. Помощник капитана, надежный Роберт, следил за курсом, пока Артур общался с гостями. Примерно через 40 минут пути слева по борту показались дельфины. Пассажиры бросились к краю палубы с телефонами. В этот момент Роберт заметил впереди что-то необычное и молча указал на горизонт. В 300 метрах от судна двигался крупный темный силуэт. Вскоре все поняли, что это касатка. Артур встречал этих хищников сотни раз, но все равно сбросил скорость, соблюдая правила безопасности, не приближаться к животному и позволить ему самому проявить инициативу. Однако касатка целенаправленно плыла к катеру. Судно было неповоротливым, и в случае столкновения экипаж мало что мог предпринять. Обстановка накалилась. Огромный 7-метровый хищник подошел вплотную, но вместо того, чтобы уплыть, начал кружить вокруг лодки, явно пытаясь удержать внимание людей. Поведение животного не было похожим на игру. Казалось, оно хочет что-то показать. После нескольких кругов один из пассажиров по имени Майкл посмотрел в бинокль и заметил странную деталь. На спине у касатки что-то лежало. Когда хищник снова поднялся к поверхности, люди все поняли. Прямо за его спинным плавником притаилась измученная, едва живая морская выдра. Хищник и его потенциальная добыча плыли вместе. Артур осознал, что это не охота, а попытка спасения. Касатка буквально просила людей о помощи. Она отплывала вперед, ждала катер и возвращалась обратно, будто приглашая следовать за ней. Артур доверился интуиции и направил судно на север. Вскоре чистая вода сменилась грязной жижей с резким запахом топлива, а впереди послышался сильный гул техники. За скалами открылась безрадостная картина. На побережье велась незаконная стройка, разрушавшая местную экосистему. Экскаваторы и буровые установки уничтожали естественную среду обитания выдр. Десятки животных пытались выжить в мутной грязной воде среди работающих механизмов. Касатка замерла у входа в бухту. Мелководье было слишком опасным для крупного кита. Но она привела сюда людей, способных помочь. Артур и Роберт спустили на воду надувную лодку. Обычная прогулка превратилась в спасательную операцию. Пассажиры активно помогали, принимали животных на борт и укутывали их в полотенце. Из-за грязи и мазута выдры совсем обессилели и не оказывали никакого сопротивления. Когда путь лодки преградили обломки и камни, произошло невероятное. Касатка мощным ударом тела расчистила завал. Люди и дикое животное действовали как одна команда. Касатка даже помогала перевозить самых слабых выдр, позволяя им держаться на своей спине. Строители заметили спасателей и попытались помешать им. Они кричали и бросали в воду камни. Но экипаж продолжал работу, параллельно фиксируя все нарушения на камеры. В итоге удалось спасти всех пострадавших выдр. Когда катер начал отходить, касатка плыла рядом, словно охраняя лодку. Вскоре на место прибыл патрульный корабль береговой охраны. Оказалось, что сигнал о нарушении уже поступил властям, и через 40 минут они были на месте. Незаконную стройку заблокировали, рабочих задержали, а все улики задокументировали. Спасенных выдр передали специалистам в местный заповедник. Животные были сильно истощены, но теперь их жизням ничего не угрожало. Когда океанский искатель вернулся на глубокую воду, касатка снова показалась рядом. Она совершила красивый мощный прыжок из воды, оставив людей в полном восторге и молчаливом восхищении. Это был редкий момент абсолютного единения человека и дикой природы.